В отеле, где каждая мелочь блестела от роскоши, а хрустальные люстры освещали зеркальные залы, жизнь текла размеренно и однообразно. Гости сменяли друг друга, улыбки персонала не тускнели, но и не светились искренностью. Для горничной, которая давно привыкла быть частью этого безмолвного фона, дни сливались в одно целое. Она знала каждый уголок отеля, каждую комнату и каждый запах дорогих духов, оставшийся в коридорах. Ее работа была незаметной, почти невидимой, как дыхание здания. Но у нее был дар, о котором никто не догадывался. Она с детства увлекалась иностранными языками, и японский стал ее тайной гордостью. В пыльных книгах и учебниках, купленных когда-то на последние деньги, она находила вдохновение и силу. И вот однажды зазвонил телефон на стойке. Никто из сотрудников не оказался рядом, и девушка машинально подняла трубку. В трубке прозвучала речь на японском, быстрая, деловая, требовательная. Она не растерялась. Слова сами слетали с ее губ, четко, уверенно, без единой паузы. На миг ей показалось, что весь отель исчез, остались только она и голос из другой страны. Позади нее стоял человек, о присутствии которого она не знала. Миллионер, постоялец, привыкший видеть в людях слабости и скрытые таланты, с интересом наблюдал за тем, как скромная горничная внезапно превращается в уверенного профессионала. Когда она положила трубку, ее сердце все еще билось быстрее обычного. Но в зале уже что-то изменилось, его взгляд. Он подошел к ней не как к служащей, а как к равной. Его предложение прозвучало неожиданно. Должность личной переводчицы, высокая зарплата, поездки за границу, новый мир, полный возможностей. Она не сразу поверила в происходящее, но глаза мужчины не оставляли места для сомнений. Приняв его предложение, она словно шагнула в новую жизнь. Вскоре ее дни наполнились перелетами, встречами с дипломатами и бизнесменами, переговорами, где ее голос звучал как мост между культурами. Она видела города, о которых раньше только читала: Токио, Париж, Нью-Йорк. Ее новый гардероб сменил форму горничной на элегантные костюмы, а вместо тряпки для пыли в руках теперь были документы и блокноты с заметками на нескольких языках. Но самое важное, изменилась она сама. Там, где раньше была робкая девушка, привыкшая к тишине, теперь стояла женщина с уверенностью в глазах. Каждый новый день открывал для нее горизонты, о которых она даже не мечтала, а ее талант стал не просто случайностью, а судьбой. И все это началось с одного звонка. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.